Приветствую всех, друзья мои, на моем канале. Сегодня будет короткое видео по поводу брендирования. В основном, скажем так, это видео скорее для начинающих мастеров или для тех мастеров, у которых не очень много продаж. То есть, что я хочу рассказать и показать. Есть такие штуки, как мокрый штамп. Мокрый штамп используется для брендирования бумажных пакетов, возможно, коробок. Ну, коробок так под вопросом, но бумажные пакеты однозначно это, конечно, относится к мокрому штампу. По сути, мокрый штамп это вот такая вот подушечка с краской и штампик, то, что вы хотите отпечатать на своем конверте. Конечно же, брендирование очень важно, потому что в любом случае нужно подчеркнуть то, что это ваше изделие, то, что это вы сделали конкретно, то, что это ваш какой-то бренд. Вот. Но покупать, допустим, для начинающего человека, возможно, это будет дорого, возможно, это будет не сразу то, что ему нужно. В общем, есть смысл сделать это самому, как я вот полагаю. Я как бы рассматривал вариант купить, ну, ценник там достаточно приличный, скажем, вот такая вот такое клеймо, ну, будет прилично стоить. А мне оно нужно не так уж часто, поэтому к чему мы, собственно говоря, подошли. Есть вариант сделать его самому. Что для этого нужно? Для этого нужно, конечно же, ножницами вы его не вырежете ни с чего. То есть в любом случае какие-то мощности нужны для этого. Но если у вас есть элементарный там бытовой лазер и ваше клеймо, допустим, на компьютере, или хотя бы вы можете сами его разработать каким-то образом, то в принципе этого уже вполне достаточно. Берем кожу, как всегда. Вот. Единственное, что кожа нужна или вот как бы я несколько вариантов попробовал, и могу сказать вот что. Кожа нужна или Crazy Horse. У Crazy Horse лицевая сторона практически идеально гладкая, и она такая слегка бархатистая. Вот, то есть она нормально, она хорошо подойдет для мокрого клише, для мокрой печати. Вот. Или же взять кожу с очень хорошо обработанной бахтормой. То есть бахторма должна быть, ну, идеальная. Скажем. Ну вот кусочек. То есть она что лицевая сторона, что бахторма. Вот она должна быть вот такая. Если бахторма будет вот такая, то это, конечно, не годится. То есть это на такой бахторме вы ничего не сделаете. Вот. А здесь получится отличная мокрая печать. С изнаночной стороны кожи выжигаем наш логотип. И потом, значит, получаются вот такие вот печати. Как изготовить печать, я вам сейчас покажу. То есть сейчас мы вот эту вот маленькую печаточку, быстрый процесс изготовления я вам покажу. Вот. И что потом, какие оттиски получаются. Ну, кому-то может понравиться, кому-то не понравится. Ну, есть вот такое решение этой задачи. На мой взгляд, оно имеет право на жизнь. Вот. Кому понравится видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, какие-то советы у кого-то есть по этому поводу. Ну, а дальше переходим к изготовлению вот этой вот печати. Итак, переходим к компьютеру. Первым делом вам нужно создать файл, который вы, собственно, хотите превратить в ваш штамп. Я так подозреваю, что у всех, кто хочет иметь подобный штамп, какой-то файл уже существует, поэтому берете этот файл. Единственное, что, ну вот, скажем, я буду делать вот такой файл на торец коробки. То есть он будет длинненький. Обязательное условие, его нужно перевернуть по горизонтали. То есть нужно, чтобы он выглядел вот таким образом. Вот.
помимо того, что изображение нужно развернуть по горизонтали, его нужно еще сделать в негативе. Теперь все, что будет черное, будет вырезаться, а то, что белое, останется нетронутым. Вот он, наш файл. Загружаем, ставим размер. Все, теперь все, что черное, он будет вырезать. Следующее. Тест размера. Ну что ж, погнали. Ждем, пока лазер вырежет нам наш штампик. И дальше будем заниматься его приклеиванием уже на деревянную основу. И посмотрим, что у нас получилось. Да, по поводу параметров, что мы вообще выжигаем. Нам нужно снять где-то миллиметр. Вот. Этого вполне достаточно, чтобы получился нормальный штамп. Так, смотрим, что у нас получилось. Переходим на рабочее место и, значит, нам, тут сейчас плохо видно, значит, нам нужно убрать весь нагар. Так, итак, смотрим. В принципе, нормально все получилось. Сейчас уберем весь нагар, получим нужную нам глубину, вырежем и будем приклеивать к деревянной основе. Так, нашел я вот такую вот деревяшечку. Сейчас мы сюда это дело приклеим. Все, и будет штампик. Все, ждем несколько минут, чтобы он подсох. Будем пробовать. Ну что ж, смотрим, что у нас получилось. Приклеили на деревяшку. Это было сделано за день до этого. То есть такая вот большая упаковочная бумага обычная. По сути дела, я брендирую свои изделия с помощью самоклейкой ленты. То есть я заказываю такие липучки, большие, маленькие, в общем, разного формата. Но бывают ситуации, когда эти липучки в основном идут на коробке. Вот. Но бывают ситуации, когда нужно отбрендировать, допустим, упаковочную бумагу. Липучки сюда уже как бы не идут. Тут все гораздо проще, нужно там конвертик завернуть какой-то. Для этого, вот, собственно говоря, и существуют эти штампы. Ну, в принципе, как бы работают. Для такой упаковки достаточно. Вполне достаточно. То есть есть оттиск и хорошо. Что-то нужно подкладывать, наверное. То есть вот то, что мы только что сделали, абсолютно адекватно, хорошо штампует. Можно подложить что-нибудь мягенькое. Вот, кстати, на коже, как оно. Видите, на тыльной стороне кожи, на бахтерме вообще супер хорошо штампуется. Если, допустим, нужно изделие само проштамповать, где-то сумка может быть там внутри, папка какая-то, обложка, то, в принципе, очень неплохо получается. Так, ну, чуть-чуть помягче подложили. Ну да, вот уже лучше. Вполне рабочая схема, короче говоря. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну,
Чудесно. Завернул конвертик, поставил печать. Все, у вас это уже как бы ваше изделие. Вы подчеркнули, что это ваше изделие. Еще раз обращаю внимание на то, что это, конечно же, не для тех, у кого большой поток, большой объем продаж. Это любительский вариант, но он рабочий. Всем спасибо, что смотрели. До следующих встреч.